Всем электрическое привет! Сегодня представляю вашему вниманию еще одну новинку 2023 года. Электроскутер под псевдонимом Skyboard Кубань на 1200 Вт. Впервые в истории скайборда компактный электроскутер вместо ширококолесных гигантов. Более того, я первый человек на этой планете, который снимает этот обзор, он же первое впечатление, потому что нахожусь я непосредственно на фабрике. Так что расскажу все, что успел изучить за один день. Покажу вам внешний вид, сделаю первые покатушки, тест скорости и первые выводы. Устраиваемся поудобнее и наслаждаемся просмотром. Причем тут или почему именно Кубань? К этому вопросу еще вернусь, а пока начнем с внешнего вида. 12-дюймовые узкие колеса идеальны для городских условий, но и по полям и паркам, если надо, не дадут слабину. Подробнее расскажу чуть позже. А заднее мотор-колесо на 1200 Вт, что с головой для данного типа скутера, и даже в гору заедет, если надо. Но суть не в этом, а в том, что эта мощность плюс огромная батарея на 50 ампер-часов 60 вольт дают в сумме пробег одного заряда на 80 километров. Так что будь уверен, что скутер может сделать доставку далеко не одному заказчику за раз, даже в условиях огромных мегаполисов вроде Москвы. Но вернемся ближе к земле и увидим амортизаторы. Спереди масляная вилка усиленная, сзади регулируемые воздушно-масляные аморты. Кстати, очень хорошо настроены, отрабатывают идеально для города. Ну и профессиональная гидравлическая тормозная система на обоих колесах и в обеих руках. Что касательно фар, помимо действительно современного дизайна, есть ближний, дальний, аварийка, поворотники и габариты, кстати, включаются отдельной светодиодной полоской у изголовья передней части Кубани. По панели управления. В левой руке кнопка ближний-дальний, задний ход, поворотники право-лево, гудок и подставка для телефона. Кстати, одна из самых удобных в линейке. И я не шучу. Сначала не хотел вставлять туда телефон, потом не видел смысла его оттуда забирать. Очень удобная настройка, мягкое все. И спинка, и держатели. Вероятно, потому что этот скутер главный претендент на лучший скутер для доставки, а доставщикам как никому нужно быстро, четко и безопасно манипулировать своим гаджетом. В правой же руке кнопка парковки, которая отключает акселератор, и вы не уедете при нажатии на газ. Красная аварийка, трехпозиционная кнопка света, то есть выкл, габарит и свет. А по центру дисплей, вшитый в корпус заподлицо, как говорится. Там все как всегда: скорость, расстояние общее и за одну поездку, батарея, ошибка, свет, поворот, и скорость. Но это не все. Зеркала и ручки тормозов, это, конечно, тоже все понятно. Но есть одна кнопка под указательным пальцем левой руки. Узнали значок? Правильно, это круиз. Вы можете помимо первой, второй, третьей скорости устанавливать свою, именно с помощью этой кнопки. К примеру, едете вы 37 км в час, это очень комфортная для вас скорость. Нажали на кнопку, отпустили газ, а скутер все еще едет 37 км в час. Иногда это просто необходимо. Ну и как мы уже все заметили, весь скутер в изящных плавных линиях и образах. Но это не значит, что он непрактичный. На уровне колен под рулевой панелью можно встретить крючок для вещей или пакета, а также USB зарядку, что очень приятно. И тут самое интересное: задняя сумка. Она же багажник, она же кофр, она же огромная. Зацените, например, мою первую реакцию на это. Ну что, сейчас утро, для меня это первые кадры, а для вас уже где-то середина видео. Я захожу в офис, и меня тут ждет прикольненький такой скутер. Выглядит он как скутер для доставки, что в принципе я очень понимаю. Он крайне
крайне маневренный. По крайней мере, так выглядит. Я еще на нем не ездил. Большая сумка для еды. Да? Да. Там даже зарядку мне положили. Знаете что? А я не влажу сюда со всеми своими камерами. И попробую разместить сюда. Вот, отлично. Офигеть. Этот рюкзак я купил специально для съемок. Он очень удобный. Длинный дешевый штатив, который никак не складывается. Но он тоже влез. И также мы можем сюда разместить еще коробку и много всего другого. Но это мне уже делать не надо. И так тяжело получается. У меня здесь килограмм 10. Дрон, камера, 1, 2, 3. Короче, я туда разместил все свои 4 камеры, сумку с дроном, штатив и еще осталось место на несколько полторашек воды. Именно поэтому, по моему субъективному мнению, его назвали Кубань. Потому что, загрузил ты свежими фруктами, продуктами, вещами по самое ого-го и везешь любимым. Кубань такая, щедрая и богатая. Первые 2 года в Китае я ездил на вот таком примерно скутере. Конечно, не от Skyboard, а обычные, дешманские. Тогда мне нужно было быстро обзавестись транспортом. Первое, что попадается в Китае, это всегда вот такие транспорты. На них не нужны были никакие права, просто берешь и едешь. И они дешевые. Поэтому о таких скутерах я тоже знаю немало. И знаете что? Этот скутер очень удобный. И я вам сейчас особенно объясню почему. В скутере, на котором я ездил, не было вот этой штуки. Вот эта штука, это очень полезная штука. Вот да, вот именно так я говорю. Литературно правильно. Хорошо. Угу. И я себя поймал на мысли, что если бы мой скутер тот не сдох, то единственное, чего бы мне не хватало, это реально вот такой сумки. Потому что сюда можно положить в жару 42-градусную, как обычно в Китае, бешеная духота, все плавится, камеры выходят из строя, но тем не менее, вот эту штуку берешь, здесь защитный слой, фольга такая, на полдня точно хватит. И это очень круто, здесь можно положить продукты, когда ты едешь в супермаркет. Здесь можно положить камеры, если ты, как я, сумасшедший, и снимаешь все подряд. Здесь можно положить... тут даже кота можно засунуть. Что еще надо? В принципе, для городских условий больше ничего не надо. При желании, конечно, туда и ребенка можно запихнуть, но это противозаконно, и я этого не говорил. Ну сами подумайте и ответьте, какой скутер из всех может еще вместить в себя столько всего и при этом оставаться маленьким и удаленьким. Я вот не придумал, разве что если скайборду BR60 MyRussia прикрепить огромный прицеп. Поэтому вот такие мысли. Ну а теперь пора мне появляться в кадре и показывать свой первый взгляд на это все сегодняшним утром. Убираем подножку. Вау. И мы почему-то не едем. Надо с паркинга снять. Здесь аварийка, скорость переключения, свет, габарит ближний, дальний, задняя скорость, вправо-влево и гудок. Это, конечно, нечто другое. Сейчас выезжаем. Вот, кстати, кто помнит Камчатку, я снимал в прошлом видео, и видео получилось, я думаю, очень классное. На данный момент я его еще не монтировал, но вы его уже видели. Оценивайте в комментариях, а также оценивайте скутеры. Ну, а я начинаю тест-драйв. Ой, я думаю, что так медленно едем. Это первая скорость была. Первая скорость была 35 км в час. И прям скучненько. Вот вторая скорость 40, 41. Тонкие колеса, очень маленький вес, габариты. Этот скутер очень компактный. И несмотря на свои 1200 ватт, не чувствуется каким-то другим по отношению с более мощными скутерами. Эти 1200 ватт играют только на пользу. Почему? Да потому что батарея здесь огромная.
а точнее их две получается. В сумме здесь 50 ампер-часов, 60 вольт. С такой мощностью этот скутер должен проезжать, около 80 километров. Что охренеть как много. И давайте сделаем то же самое, что мы сделали с Камчаткой. Начнем вот с такого парка. И на этом скутере, конечно же, гораздо легче это все проворачивается, чем на большом, тяжелом, горном Камчатке. Кстати, да, название скутеров теперь у скайборда по названию регионов России или каких-то мест значимых. Вот, это выдумка Андрея. Я полностью это поддерживаю, потому что действительно, зачем нам какие-то непонятные названия вроде BR 355 плюс 3000 Вт Super Pro Extreme? Зачем нам эти названия, когда можно одним словом охарактеризовать скутер? Вот если с Камчаткой было все в принципе очевидно, это такой дальний регион, там дикая природа, одна из самых красивых, если не самая красивая у нас в стране, а то и в мире. Суровая природа, такой же суровый скутер мы вам подарили в прошлом обзоре. Это же у нас Кубань. Даже звучит абсолютно так, как нужно. Маленький, юркий скутер, но при этом богатый на комплектацию, который даст фору любому другому более мощному скутеру. Такой южный, такой легкий на подъем. Кубань же. Конечно, этот скутер абсолютно городской, но вот эти все невзгоды дорожные, дядька охранник немножко приуснул. Вот вам и бездорожье. Чувак решил прилечь под мостом, а мне надо его объехать. Скутер, конечно же, легко справляется, но... Пришло время проверить на скорость, потому что собирается уже дождь. Это я делаю в последний момент, кстати. Ничего не скрываю, как я снимаю, но вы знаете, что я всегда снимаю все в один присест. Я не растягиваю на много дней. Если что-то случается, я сразу говорю об этом прямо на видео. То есть эти видео все смонтированы максимум 3 часами. Я не знаю, видно или нет, солнца нету, но при этом яркое свечение с неба. Как бы это ни прозвучало странно. 3-я скорость, P снимаем, и можно ехать. Блин, а у меня батарейка разрядилась. Ну, давайте на разряженной посмотрим. 39-40.
Прохождение со спидометром примерно 5-7 километров в час. 46 километров в час. На спидометре 53. 47 километров в час. И все. Участок закончился мой, специально построенный для меня китайским правительством. Ну и все, собственно, заявлено 45. Скутер проехал на минимальной батарее, на минимальной. Сейчас процентов 10 осталось. Я не знаю, как это сейчас доехать обратно. Как бы не пришлось где-нибудь его ставить на зарядку, но 47 километров в час. Кстати, когда скутер разряжен, вот как сейчас, то он как бы впадает в спящий режим. Настолько низкий уровень батареи, что даже не показывается дисплей. Но при этом скутер едет. То есть скутер очень живучий. Вот если ключ повернуть, он включится, чтобы вам показать все данные, а потом опять выключится. Так вот, этот скутер не только супер маневренный, он еще и супер живучий. Поэтому стоит это учитывать. Я это уже снимаю на последнем издыхании. Вернулся туда, откуда начал, и решил именно здесь подвести итог. Первое. Он очень компактный. В том плане, что он юркий и проедет мимо любых машин, мимо любых пробок. И это очень хорошо. Второе. Достойный набор скорости. Тут тоже как бы добавить нечего. Для города вообще с головой. А быстрее уже получается опасно. Также здесь можно усадить второго человека. Можно снять эту сумку, посадить второго человека, взять дополнительную сидушку, поставить сюда, будет второй человек. Этот скутер спокойно справится с двумя людьми. Далее, и самое главное, это то, что этот скутер не только для доставки, этот скутер вообще для всех, кто живет в городе. Хотя на даче чисто теоретически тоже можно очень хорошо ездить на рынок, загружать сюда помидорами и торговать ими. Но это сомнительный вариант для такого красивого скутера. А я хочу спросить вас, как вы думаете, для чего можно еще использовать этот скутер, кроме как для доставки? Потому что вариантов на самом деле много, я не хочу их все озвучивать, я хочу увидеть их в комментариях. Кстати, пока не забыл, все подробности, которые я, может быть, забыл сказать, во-первых, вы спрашиваете в комментариях, во-вторых, вы проходите по ссылкам, которые в описании. И самая главная ссылка – это skyboard.store. Там вообще вся информация о скутерах, и даже есть уже новинки, о которых я вам как бы не говорю, которые я еще не снял, но они уже есть. Вы можете небольшой спойлер для себя открыть именно на этом сайте. Да мы вообще везде. Просто переходи по ссылке в описании. А я с вами не прощаюсь, мы увидимся в следующем обзоре, потому что у меня еще как минимум 3 новинки для вас. Угадывайте в комментариях, а я пошел снимать дальше.